Привет! Вы на канале Зеленый огород. Сегодня хочу продолжить обзор высокорослых томатов, которые выращиваю в теплице. Томат полосатая лакомка. Это новинка селекции от Софии Исааковой. Сорт среднеспелый, высокорослый. Стебли достаточно толстые, крепкие. Растение занимает достаточно много места. На начало августа высота примерно 1,40 м. Листики смотрят в сторону, и все вот такие пушистые. Кисти формируются через 3 листа. Кисти простые, хорошо держат свой вес. Их не требуется подвязывать. Все кисти завязываются, формирую в 2 стебля. И чем выше кисть, тем крупнее плоды. В каждой кисти формируется от 3 до 5 плодов. Ну что ж, пришло время посмотреть, какой вес у этих томатов. Самый крупный на сегодняшний день томат 331 грамм. Ну и взвесим еще один томатик. Таких много. Его вес 205 граммов. В характеристиках Софии заявлен вес от 200 и до 500 граммов. Но до 500 пока у меня еще ни один не дотянул. Очень веселый и радостный томат. Глядя на такой цвет, хочется всегда улыбаться. Приносит радость. Ярко-малиновый, и на его фоне такие красивые золотисто-оранжевые штрихи. Все томатики плоско-округлые, мелких практически нет. Очень крупные томаты. Красивейший разрез, который можно долго рассматривать. Он очень красив. Биколор. Кожица тонкая. Семена в ярко-желтом геле. Томаты плотные. Обычно у Софии они мармеладные. Этот не мармеладный, поэтому я думаю, что он может неплохо храниться. Мякоть у него сочная, нежная, маслянистая. Очень и очень сладкая, с яркими фруктовыми нотками и великолепным послевкусием. А еще он обладает ярким ароматом. Томат полосатая лакомка отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Сорт гребень угольный с клубничной головой. Он только недавно появился на коллекционном рынке, но, естественно, я его приобрела. Сорт среднеспелый, высокорослый, в теплице вытягивается до 1,5 метра. Куст достаточно крепкий. Высота на начало августа примерно, где-то 1,70 м. Хорошо формирует. И, я думаю, продолжит еще завязывать плоды. Вот здесь они уже есть. Лист простой, не длинный, с большими пластинками. Все листочки смотрят в стороны. Куст занимает достаточно много места. Кисти все длинные, сложные, с вот такими длинными черешками. Может быть от 3 и до десятка плодов. Вот это все идет одна кисть. Вот так она в разные стороны раскидалась. Вот такие красивые малиновые плоды. Просто с угольными плечами. Цвет плодов действительно притягивает внимание. Очень красивый малиновый оттенок и почти черные плечи. Плоды пышные, у плодоножки ребристость. И еще хочу сказать, что от плеч спускаются сине-черные зигзаги и полосы, как будто стекает лава. Очень эффектно смотрится. На разрезе мякоть просто бесподобная. Она режется как масло. Томат маслянистый, плотный, не растекается. Кожица очень тонкая. Семена в ярко-желтом геле. Цвет мякоти розово-малиновый с еще более насыщенной малиновой сердцевинкой. Вкус превосходный. Маслянисто-сладкий, с очень тонкой, нежной кислиночкой. Очень яркий томатный аромат. Томат гребень угольный с клубничной головой отправляется в нашу коллекцию семян. Томат призрак замка.
селекционер София Саакова. Это расщепление от сорта Блаженство. Очень красивые томаты с хорошей урожайностью. Куст среднеспелый, высокорослый, в теплице вытягивается до 2 метров. Облиственность очень большая, листья длинные, стебли средней толщины. Кисти сложные, с очень длинными черешками. На нижних кистях плоды не очень крупные, ну, я думаю, здесь грамм 120. А вот если подниматься наверх, то дальше плоды формируются намного крупнее. У всех красивая сердцевидная форма с пышными боками. В неполной спелости томаты охрового цвета с зелеными, синими, оранжевыми полосками. А при полном созревании добавляются малиновые тона, очень яркие. Остаются изумрудные полосочки. И по плечам, и по всему плоду очень много антонапыления. На разрезе мякоть триколор, семена в зеленом геле, кожица достаточно тонкая, эластичная, вкус очень богатый, яркий, с сильным фруктовым ароматом, очень много сладости, и при полном созревании кислинка не ощущается. Мякоть достаточно плотная, маслянистая, мясистая, очень вкусная. Семенные камеры очень и очень маленькие, одна мякоть. Когда созреют все томаты, я обязательно сделаю общий снимок. Томаты там висят еще очень и очень крупные. Вес у них примерно до 400 граммов. И, конечно же, призрак замка отправится в нашу коллекцию семян. Томат шоколадная клубника. Коллекционный сорт Италия. Очень давно хотела его вырастить, и он действительно меня радует. Прекрасный сорт. Завязывает абсолютно все кисти. Растение среднеспелое, индетерминантное, вытягивается до 1,70 м. На начало августа высота примерно 1,50 м, но рост продолжается. Куст очень крепкий, сильный. Вы знаете, как гриб-боровичок. Листья толстые, большие, все смотрят в стороны. И растение занимает много места. Кисти простые, в них до 7 плодов. Ни одна кисть не заламывается, подвязки не требует. В неполной спелости томаты темно-зеленые, с зелеными плечиками. И даже встречаются вот такие зеленые полосы. Но при полном созревании очень яркий кирпичный цвет. Ближе к медному. Абсолютно все плоды в форме сильно ребристой груши. Даже вот эти малявочки. Посмотрите, какие же они красивые. И вот здесь маленький-маленький. Формирует точно такую же форму. Урожайность этого сорта меня сразила просто наповал. Формирую в 2 растения, и завязывается абсолютно каждая кисть. Это теперь, наверное, мой любимчик и фаворит сезона 26. Я высадила этот сорт в 2 теплицах разных. И томат ведет абсолютно себя одинаково во всех теплицах. Вот такая урожайность. И крепкие, сильные кисти. Хочется отметить, что у этого сорта очень хорошая устойчивость и к перепадам температур, и к болезням. Это сортовой томат, а по признакам ведет себя как хороший гибрид. Прекрасный сорт. По мере созревания томаты приобретают охровый оттенок и сохраняются зеленые плечики. Дальше плоды приобретают цвет молочного шоколада. И в полной спелости томатики становятся кирпично-шоколадного цвета. На разрезе томатики
кирпичного цвета. Очень и очень плотные. Кстати, такие томаты будут хорошо храниться. Встречаются пустоты, но это нисколько не портит томат. На вкус он просто шикарный. Очень яркий баланс сладости, терпкости и маленькой кислиночки. Семена находятся в геле цвета молочного шоколада. Очень необычно. Такой томат будет вкусен не только в свежих салатах, но он прекрасно подойдет для вяления, а также для приготовления соуса. В нем сока не очень много, при этом он не сухой. А вот в томатах очень много сухого вещества. И такие томаты лежат очень и очень долго. Очень красивые плоды. Ими можно любоваться просто бесконечно. Томат «Шоколадная клубника» отправляется в нашу коллекцию семян, где займет самое достойное место и будет одним из фаворитов. Томат «Чарующий тюльпан». Селекция Софии Исааковой. Приобретала 6-е поколение. В этом сезоне у меня получилось 7-е поколение. Томат не расщепился, соответствует полностью своим сортовым характеристикам. Сорт среднеспелый, индетерминантный. К началу августа вытянулся более 2 метров. Я его даже уже обрезала. Формирует плоды с хорошей регулярностью. Стебли толстые, очень и очень крепкие. Лист простой, сильно рассеченный, длинный. И все листики смотрят в стороны. Растение занимает очень много места. В неполной спелости томаты салатного цвета с темно-зелеными зигзагами и полосами. По мере созревания появляется красный цвет. Зеленые оттенки сохраняются. Ну а в полной спелости томат становится ярко-малиновым. Форма в виде тюльпана. Некоторые плоды как бочечки круглые. Вот здесь плод вот такой вытянутый, круглый. Ну а встречаются вот такие красивые плоды, как тюльпаны. Также некоторые плоды напоминают гребень с большой ребристостью у плодоножки. Кисти встречаются и простые, где 3 плода, и длинные, вот с такими длинными черешками. Кисти не заламываются, подвязки не требуют. Сняла все созревшие томаты. И сейчас мы с вами посмотрим, какой у них вес. 233 грамма. 208 граммов. Ну и есть вот такие томатики. 108 граммов. Вес у меня получился от 100 граммов и до 250. Но они еще растут. Посмотрим, может что-то будет и более весомое. Очень эффектный сорт. Цвет ярко-малиновый и очень темные металлические зеленые полоски. Мякоть очень темного малинового цвета, сочная, плотная, семена в зеленом геле. Кожица эластичная. Томаты, кстати, не растрескиваются. Вкус очень яркий, насыщенный. Прекрасный баланс сладости и мягкой нежной кислинки. Послевкусие просто завораживает. И дивный аромат. Томат «Чарующий тюльпан» пополнит нашу коллекцию семян. Томат «Алма-Атинское оранжевое сердце». Сорт Виталия Алифирова, Казахстан. Сорт раннеспелый, высокорослый. На начало августа растение вытянулось более 2 метров, и я его уже остановила в росте. Строение тонкое, лист простой, сильно рассеченный, листьев достаточно много. Но при этом куст много места не занимает. Урожайность очень и очень высокая. Кисти длинные, с множеством цветов, но завязались не все. Поэтому у меня получилось от 4 и до 5 плодов в кисти. Вот это здесь все вот одна кисть такая.
В неполной спелости плоды светло-салатового цвета, все красивой сердцевидной формы, с тупым носиком. Некоторые плоды формируются вот с таким длинным носиком. И, как я уже сказала, хорошая завязываемость. Вот это на верхушечке, и уже тоже формируются плоды. Не полностью созревшие плоды желтеют, приобретают еще более яркий желтый оттенок. А вот в полной спелости томаты становятся оранжевыми, как апельсинки. Посмотрите, какая прелесть. Помидоры, ну просто как с картинки. Они все отборные, очень гладкие, без всяких изъянов и не склонны к растрескиванию. Это теперь будет одним из фаворитов сезона. Шикарный томат. Очень и очень красивый, урожайный. Показал прекрасную завязываемость даже в наше плохое уральское лето. На разрезе томат так же красив, как и внешне. Мякоть плотная, однородная, в меру сочная. Она режется как масло. Вкус одно наслаждение. Очень нежный, сладкий, с ярко выраженными тропическими нотками. На кислинку даже нет никакого намека. При этом томат очень и очень яркий по вкусу. Семян в плодах очень и очень мало, а в некоторых они вообще отсутствуют. Поэтому запас этого сорта в магазине будет ограничен. Виталий Алифиров создавал прекрасные сорта. Они не только красивы, но и очень вкусны. Томат алматинское оранжевое сердце – это просто находка сезона. Очень люблю яркие томаты, желтые, оранжевые. Прекрасный сорт. Конечно же, он отправляется в нашу коллекцию семян. На этом все. Впереди вас еще ждет очень много новинок, с которыми я буду продолжать вас знакомить. Вы были на канале Зеленый огород. Пока-пока. С вами была Елена.